Вот вы слышите, что я сейчас включил котел-колонку, и вентилятор неестественно шумит. Такого быть не должно. Вот сейчас я закрою воду, вы слышите. Такого звука быть не должно. Вот если так шумит вентилятор, это свидетельствует о том, что на нем накопилось много грязи. И обычное смазывание не помогает. Надо раскрутить котел, вынуть вентилятор и почистить его, почистить. Вот я сейчас покажу, как это сделать. Если этого не сделать не вовремя, просто смазать, то может выйти из строя подшипник скольжения, который есть слабым местом в таких вот котлах-колонках с турбовентилятором. А купить новый блок с вентилятором довольно дорого. Для того, чтобы снять кожух, нужно отвинтить вот винт здесь вот, в этих местах снизу, отвинтить шуруп и потом снять кожух. Винты отвинчены снизу, и вот сейчас я поддеваю рукой кожух и снимаю его. Вот таким вот образом. Далее нужно отвинтить два винта внизу, вот один и второй, и снять еще один предохранительный кожух. Винты отвинчены, и теперь я беру этот кожух и снимаю его. Становимся на табуретку, и вот видим наш вентиляционный блок турбовентилятора. Для того, чтобы его снять, нужно отсоединить вот эту вот трубку. Вот здесь вот мы его сейчас отсоединяем. Так. Туговато, ну, надо будет постараться. И отключить вот эти две клеммы. Не забыть, в каком положении они находятся, для того, чтобы потом снова собрать. Потом, когда мы отсоединим эти клеммы, трубку снимем, нужно отвинтить эти винты. Вот снять вот этот штуцер вверху. Вынуть вот эту трубку, которая находится здесь. Вот, и снять весь блок. Для того, чтобы еще снять этот блок вентилятора, нужно снять вот эту вот крышку. Отвинтить 4 винта. Вот эти вот. Снять крышку, чтобы она не мешала. Вот. А также, вот видите, с этих пазов вынуть кабеля. Вынуть вот так вот с пазов кабеля. Вот, чтобы можно было нормально это все делать. Я отвинтил уже эти 4 винта. Теперь беру эту крышку. Вот наклоняю ее, и она просто снимается. Теперь нам ничего не мешает снять верхний блок. Ну, надо еще открутить вот этот вот винт. Этот винт уже вот этот отвинчен. Штуцер мы отсюда убрали. Вот. И теперь вот просто берем рукой. Вот, и вынимаем осторожно вентилятор. Мне одной рукой неудобно, я одной рукой снимаю. Вот сейчас просто что надо двумя руками взять, и просто он вынимается со всех вот этих вот пазов. Я его чуть-чуть поддал назад, и сейчас вот вы увидите, вот он выходит и снимается весь этот блок. Весь блок снимается. Сняли этот блок вместе с вентилятором, его обратная сторона. Вот тут на этих вот пластинках находится грязь, которая утяжеляет вентилятор, и в результате из-за этого шумит он в подшипниках. Эту грязь надо удалить. Что делаем? Ну, не обязательно снимать эти винты, чтобы отсоединять сам вентилятор. Не обязательно. Вот берем ушную палочку, обычную там, да. Вот, смачиваем ее в спиртовый раствор или просто водку. И вот такими вот методично снимаем вот всю грязь с этих мембран. Не спеша делаем вот это вот все, пока он не станет чистый абсолютно. Так как ушных палочек для очистки турбины вентилятора идет довольно много, больше 10, то лучше вот взять, намотать на отвертку ватку, смочить ее в спирт и вот таким вот образом, так удобнее, очищаем вот такими движениями каждую из лопастей. Для того, чтобы полностью очистить
турбину вентилятора от копоти, а это копоть черная, вот, ну, понадобится как минимум где-то полчаса. Ну, может, чуть меньше, минут 20, да. Когда вы уже это все сделаете, не помешает взять этот весь блок и промыть струей холодной воды. Вот. После того промокнуть хорошо весь этот блок сухой тряпкой, можно подсушить феном, вот, чтобы он был сухой полностью, и устанавливать, чтобы не было, значит, короткого замыкания, чтобы он был весь сухой. Теперь вот эти вот отверстия я показываю, да, куда наливается масло смазочное. Я прочищаю тоже от старой смазки и спиртом тоже. Вот, подсушиваю, потом наливаю сюда чуть-чуть индустриального масла и сверху закладываю литол. Такая она термоустойчивая смазка, которая не вымывается при нагревании. Вот, после того, как я все это сделаю, мы собираем наш блок, ставим в обратной последовательности. Перед тем, как устанавливать блок, не помешает, вот как раз у нас отсек открыт, щеткой вот такой продольными движениями очистить радиатор теплообменника от копоти. Так как мы освободили этот отсек, то не помешает его очистить от копоти. Так само и внизу, так само вот такими движениями прочистить, потом убрать лишнюю пыль пылесосом, вот, и устанавливать дальше вентиляционный блок на место. Вот мы собрали котел-колонку в обратной последовательности. Я это не показывал, чтобы сократить наше видео. И сейчас я продемонстрирую, как она работает. Включаю воду. Вот вы слышите, что вентилятор работает тихо, не рычит, как раньше. А это значит, что мы все сделали правильно. Такую процедуру нужно периодически проводить где-то раз в 2-3 года. Для того, чтобы срок службы нашего вентилятора увеличился. И для этого не обязательно вызывать специалиста, а сделать это все самому. На этом все, друзья. С вами был Виталий Николаевский. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч.